Всем привет. Всем привет. Так, ну здесь мы без проблем запустились. Здесь мы без проблем запустились. Так, здесь тоже. И самое интересное, это что у нас с Ютубом и... Так, запустились, судя по всему. Ой, я ж не... Так. А как у нас... Угу. И к Ютубу мы не там подключились. Давай. Первая попавшая трансляция. Переподключись к нужной, пожалуйста. Так, да, здесь мы подключились. Сейчас мы создадим... Так... Угу. Презентация патча 2.8. Так, публиковать. Картинка, конечно, все еще старая, но что поделать? Что поделать? Ой, патча 2.20, 2.78. Ладно, пусть пока так будет. 7.8. Так, вроде все. Нет, не все. Так. Почему ты не хочешь подключаться к нужной трансляции YouTube? Скажи мне. Давай я в тебя по-другому тыкну. Так, если ты не хочешь так подключаться, давай мы тебя подключим вот так вот. Да, привет, Эдком. Сейчас я тебя пока не вижу в нужном месте, что я не могу подключить. Да, привет, Эдком. Ой, так, надо себя выключить. Ща, подожди, я пытаюсь понять. Вот, давайте через это подключим. То что-то он мне не хочет видеть нужную трансляцию. Во, по идее, сейчас он должен видеть все нужное. Так. Трансляцию мы будем смотреть здесь. Читать чатик мы будем здесь. И можно его, кстати, сделать не таким гигантским. Стрим не начался. Сейчас я уберу По идее, нет еще. А сколько времени? О, наверное, уже начался. Давай посмотрим. Давай обновимся. Have I captured your undivided gaze? There's no helping it, I suppose. Very well. I shall grant thine eyes permission to behold the glory that is the princessin. Mein Fräulein says she's happy to see you. A blazing star creeps into the sky, seeking to usurp the rightful territory of the Immonachreich. 'Tis futile. Verily, my realm shall descend upon warm and distant seas. That is to say, a certain remote and mysterious corner of the seas has received many visitors recently. Does honor beckon, or does disaster await? Only fate shall decide. My
loyal subjects, prepare to witness the glorious revival of the Imanakreich at the hand of the Prinzessin of Ertelang, as you behold the image woven by fate. In other words, welcome to the Genshin Impact version 2. Мне не нравится это подлагивание. .8 special program. Sit back, relax, and prepare to watch our version 2.8 trailer. Have you ever met someone by the name of Kaedahara Kazuha? He was called away. Да ладно. Way earlier by some people from the Tenryo Commission. They said they had something important to discuss with him. Since the Vision Hunt decree has been repealed, I no longer have any grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. That's it. I'm taking this case over. А вот Хайден. Какой же это мальчик-красавчик? Ты про которого мальчика? Блин, ну чё за лаги-то? Камон, гайс, я не могу так смотреть. Fracture! Can't fool me! When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. Oh, faithful retainers, this is the blessed. Ну, я не знаю, может быть, из-за стрима такие лаги. Я обычно смотрю нормально. Вообще про Казуха, но и Хейдза неплохо. Ну, если тебе нравятся такие мальчики, окей. Paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Привет, Мона. Oh, Да ну камон, да вы бесите. Да что ж такое-то, а? Сейчас проверим, кстати. Только у меня лагает или нет? Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. look at me, a genius astrologist Понятно. forced into a juvenile role-playing game. Lady Magician. Я как только зашел, думаю, это у меня твой стрим лагает, а не стрим, который смотришь ты у тебя. Не-не, это лагает сама трансляция. Ну, точнее, возможно, она у меня лагает, а так она идет нормально. У всех так? Точно? Тогда это меня успокаивает, потому что несколько обидно, что так сильно лагает. Вообще просто безбожно лагает. Точно? This. Are you embarrassed? Stop calling me that weird name. Lady Majig... What? Excellent, most excellent. Oh, official? That's enough. Потому что я в другом браузере смотрю его. Ага, и вот и картиночка нашего патча. Самая фантазия. Ой, это будет веселый стрим. Ну давай, камон. 256 тысяч зрителей. О, первый код. Записываем. О, так я же его сейчас прямо сейчас вести могу, прикиньте. В какой-то веке. Так. Получить промокод. Давайте, подвисни мне тут еще. Как раз я пока промокод ввожу. Нет, я его не ввожу. Вот. Проверим.
У меня промокод не вводится. О, боже мой. Ну как так-то, а? Ну что за фигня? Ай. У меня, кстати, так было, и он велся только на ПК. Но если я сейчас на ПК запущу еще Геншин, то у меня все ляжет. Ну, короче, на консоли он не вводится, если что. Нет, вроде все правильно. Не, у меня так было, слушай. Ну ладно, у меня время есть его ввести, так что... А ты где вводишь? На Hey консоли? everyone, У меня не вводится на этом. Вообще не вводится. welcome again to the Genshin Impact version 2.8 special program. I'm your host, Zach Aguilar, the voice of Ether, and as always, I'm excited to be joined by some very special guests. Hi, I'm Brittany Cox, voice of Fischl, Prinzessin of Ertalang. Hello, everybody. I am Mark Witten, the voice of Kaidahara Kazuha. Ben, you there? Hey, what's up, everyone? I'm Ben Pronsky, the voice of Fischl's feathery familiar, Oz. And as you can see, I'll be serving as a special plushie for today's program. I'm going to leave most of the talking to you guys, but, you know, I'll still chime in every now and then. О, я буду с вами общаться, когда у меня лагает стрим. До патча Свенти все споры будут Немо Архон Деликатс, потому что там бафа Немо, а тут столько раз и так много показывают Казаху, что это уже конферм, что будет. Ну да. Good luck, man. So, first things first, as everyone saw in the trailer, we've got some serious island vibes happening in version 2.8. Yeah, so cool. In fact, the stories of these islands are closely connected with each of the characters shown here. That's right. And so to match the beautiful island vibes, there's also an island-themed preview this time around. Let's have a look. Оу, и зависли. Нормально. Попробую перезагрузить Геншин, правда, я уже код не помню. Ладно, разберемся. Я в прошлый раз код погашала в итоге на ПК или на телефоне. So pretty. I love all the colors. Indeed. We've definitely got a lot to cover, so where would you guys like to dive in? Nice. Oh, man. Well, why don't we start from the left? And I'm totally not saying that because Kazuha's there. So Мне кажется, это будет первый и последний раз, когда я стримлю стрим. I swear. Sure, keep telling yourself that, buddy. Мне не нравится, как все лагает. Okay, so this bubble contains screenshots from Kazuha's upcoming story quest. So I want to talk about this floating purple sword. It looks so cool. I mean, Fischl loves purple. I love purple. I just need to know more. Почему мешки? And I think the sword looks kind of worn and beat up. So, not sure if I have a good feeling about this one. Yeah, who knows? Who knows? All good observations. I wish I could tell you more, but I am sworn to secrecy. It's also pretty ominous. Ooh. Tell us. No, I cannot. Okay, fine. Next screenshot. Next screenshot, indeed. Да давайте дальше, пока не интересно. Successor of Ishin art, Kaidahara Kazuha, honored to cross blades with you. Okay, interesting. I mean, I love a good duel. Yeah, me too. And it seems like it's an important fight. That was a pretty formal sounding intro. For sure. I mean, do we have any idea who this opponent is? Yeah, it's hard to say. I think the bigger question is why Kazuha's in a duel to begin with. Какой-то рандом Like, гай. he's not typically the kind of guy who's out looking for fights. I wish I could tell you, but I can't. These are all fantastic questions. Собственно, у нас So будет travelers, be story prepared to check out quest all the details when the для story quest Казухи. is live. And we still have one more screenshot, I think.
Зачем они скриншот так показывают? Перековывает мечик или нет? What is going on here? Well, Kazuha's eyes are glowing purple. I mean, if it was official, purple would be fine. And it looks like he's forging a blade with a hammer here? Yeah, and I don't know if you noticed, but the hammer looks like it's glowing with animo power. Some travelers might remember that Kazuha is from a family of swordsmiths and that his clan was one of the Raiden Gokuden, which were the renowned swordsmith clans in Inazuma. So maybe he's decided to take up the art of forging now? Anyway, Kazuha looks pretty serious, so it's gotta be something pretty important happening here. I can't help but feel a little worried for him. Согласна. I hope he'll be all right. Well, one thing I can say is that with the Traveler by his side, I'm sure we'll be in for an exciting ride. Я же говорила как-то, что мне кажется, Тревелер, путешественник в этих презентациях говорит больше, чем в самой игре. It's in my veins. Unfortunately, that's all we can share for now. The version update will be featuring Act 1 of Kazuha's all-new story quest, Acer Palmatum chapter. I can't wait for travelers to dig deeper into the story with Kazuha. Yeah, and this bubble also contains info on another character appearing in version 2.8. That's right. Here we have Kazuha's good buddy, fellow Animo Vision holder, and renowned Tenryo detective, Shikanoin Heizo. Oh, so they're buds. You bet. Sweet. Indeed. Так они еще и друзьяшки. He's adorable. Right, there he is. Check it out. He's got those determined eyes. Look at that wry smile. Total detective. He looks pretty cool. Они, кстати, похожи. Nice and breezy for Animo. Yeah. You gotta keep cool when you're fighting, man. You do. True. Well, since Heizo and Kazuha are buds, I think we can let Mark introduce Heizo for us. I would love to. Heizo has quite the reputation and is the center of many stories circulating around Inazuma, which is no surprise, given that the police station's jail is crammed with criminal masterminds who are all tracked down and caught by Heizo. So you could say that he is a genius crime solver, and as a detective, it's Heizo's hope that his name would spread all across Inazuma. Though that might kind of sound like he's all about chasing fame, his real ambitions come from his views about crime. Okay. So, what do you mean by that? Yeah. I'm glad you asked, Zach. Though he has this uncanny crime-solving skills, the vast majority of the work as a detective happens only after a crime, meaning that the pain and the damage of the crime has already been done, which is not always reversible. To Heizo, you only become a true detective when your reputation is strong enough to make a person think twice before committing a crime, for fear of being caught. That's when the role of a detective has really overcome the power of crime and is preventing cases rather than only cleaning up the aftermath. That is so fancy. I mean, you gotta hand it to him. Absolutely, and with these ideas in mind, Heizo has even refused promotions because he wants to stay close to the crime scenes. He believes his place is on the front line. So for outsiders, it looks kind of unfair that such a talent should stay at the bottom of the ladder. Heizo's distant cousin, Kano Nana, has always thought that he deserved to be promoted for his work. Yeah, I can totally get why she feels that way. Oh, and speaking of detectives, I bet Heizo knows Detective Sango too, right? Yes, he does, in fact. Sango and Heizo have collaborated in the past, but let's just say they ended up going their separate ways. It sounds like Heizo is kind of like a lonely prodigy that sticks to his own ideals. I like that. I like that too. Very moody there, yeah. But he's not all that lonely. I mean, he does have Kazuha as a friend. The one, right. So how did the two of them meet? Well, Kazuha has helped Heizo in the past, using his attunement to nature. And with Heizo's sharp intuition, I guess you could say that there's a sort of a natural understanding between the two Animo wielders. Oh, and you shouldn't forget Kujo Sara either. She thinks pretty highly of Heizo. Getting Kujo Sara's approval definitely can't be easy, so
I guess that's saying something about Hazo. Yeah, well, to be honest, even though Sara acknowledges Hazo's abilities, I think his tendency to not follow rules and roam about freely draws her sharp tongue more often than not. After all, Hazo has his own way of doing things, and he's never in the office on time and taking care of his daily responsibilities at the station. Instead, he's always off somewhere investigating crime scenes with that smirky face. So, you can only imagine what kind of headaches. Ой, ну все ж нормально было. Что опять началось? Ну, короче, Хейзу классный, Say a типа. subordinate like him would cause for a serious leader like И он даже Kujo-san. отказывается от продвижения по Yeah, службе, I think I get the picture now. лишь бы быть You поближе know, I'm sure whatever he lacks in к boring месту office work, преступления. Вот это he вот makes всё. Ну, up for it with талантливый, his талантливый. combat abilities. So why don't we talk about that? Let's take a look at Hazo in action. Let's do it. Woo woo! There's something in the air. Something that tells О, me a new качество case is упало. brewing. Интересно, а он... А, ну нам же баннеры покажут потом. Такое качество не очень стало. Верните мне нормальное качество. А какой должна быть? Нормальная? Качество. Вы прикалываетесь, что ли? Yeah? Okay, so jumping right in, Shikanoin Hazo wields a catalyst and carries an animo vision. Interesting. He's like a melee catalyst user. Right? We've never even seen this Мне before. интересно, с кем он No, будет. it's super cool. And Hazo inherited his fighting style Если с and knowledge Казухой, from his то dad. шансы есть, а But если in reality, нет, Hazo то prefers to будут use his проблемы. mind rather than his physical strength and restrains from using force whenever possible. Well, that makes sense. Right. You don't want to jump to conclusions. However, when investigating criminal cases, Я, there наверное, will после... always inevitably be some criminals who может, won't go сейчас? down without a fight. Hazo is unhappy whenever he's faced with such moments, but he definitely knows how to put his agile skills to good work on the battlefield. And in addition to his normal and charged attacks, his elemental skill is also an unarmed technique. Something cool about Hazo's elemental skill is that it can be held for a charging effect, which will grant him special declension stacks. Once Hazo reaches a certain amount of declension stacks, his elemental skill's damage and AoE increase, which will definitely impact the fight in a big way. Sounds like trying to outsmart Hazo is probably a bad idea. Yeah, Oh yeah. not a good one at all. When Hazo's opponents try to make a break for it and scatter in all directions, Hazo will unleash his Windmuster kick, leaping into the air and kicking something called a Fudo-style vacuum slugger towards his enemies. Ooh. The vacuum slugger will explode upon impact, dealing AoE animo damage and creating a vacuum that pulls in nearby opponents in traditional animo style. Also, when the vacuum slugger hits opponents affected by hydro, pyro, cryo, or electro, it causes a delayed follow-up explosion, dealing damage of the corresponding elemental type. Или как-то Yeah, по-другому I really скомбинировать. like how his burst has that delayed explosion effect. Just when you think it's over, boom. And finally, with Hazo's guidance, he decreases sprinting stamina consumption for other party members, allowing your team to catch even the swiftest of criminals without breaking a sweat. Oh man, Hazo sounds like such a cool character. Yeah, he totally does. And I'm sure everyone's waiting to know how they can get Hazo. But of Броника course, Казуха и Hazo Клея, will потом be вторая available полная via a Юми. Ну new вот, я об event этом и wish in говорила. the А, early вот, part of собственно, да. version 2.8. Первая фаза. And speaking of Клея и cool Казуха, characters, вторая фаза Kazuha, Юми. Klee, and Yoimiya will also be making a return in their very own event wishes. And finally, travelers can look forward to Hazo's very own hangout event. И If you'd like сразу to join встреча. Hazo in being a detective for a day, then you definitely should check this out. Oh, I will. All right. Well, it seems like we've covered Так, а everything я не in this посмотрела, а bubble. там... Next, А we Хейз-то с have... кем в итоге? Oh, it looks so pretty. Right? This is a scene from the all-new Summertime Odyssey event. Oh, I really like how bright and open it is. So pretty. Oh, and do you see the flowers on the ground? What's with those? Oh, cool. I don't know. And maybe it's like some kind of mechanism or something.
Но он же бьет Анема, там в любом случае идет рассеивание, разве нет? If you remember the preview image we saw at the start of the program, the Или island это, area has или some это что-то secret другое? connections to each of the characters that were shown there. Nice. Okay, well, let's see what happens when you interact with this instrument. It looks like it created a wind current or something. It most certainly did. After activating the wind current and gliding up, your plunging attack will deal considerable damage, which I think is going to come in pretty handy throughout this challenge. It appears that travelers can choose an instrument to trigger the desired effect. So keep that in mind to quickly defeat enemies. Yep, put them down. Man, this place feels like a real combat zone. And judging from the surrounding area, I guess we'll need to use these mechanics to complete the challenge. Oh yeah, and in such an open area, travelers can quickly test out a variety of effects. Не знаю, я смотрю на аниме-циферки, и для меня это аниме-дамаг. Once you've collected enough items, you can invite Fischl to join your team. Yeah, I mean, it never hurts to have another Fischl on your team. And if you invite her, you know Oz is going to be there right beside her. Yep, that's right. In addition to domains, the Summertime Odyssey event will also feature a sailing game mode. Fun. Nice. Oh, there's some green spheres on the course. Can you tell us about what those do, Zach? Totally. Those are energy orbs. Travelers can use an ability to help them collect more. Oh, I see. Я вообще не знаю, кто такая Хутао. It looks like another Ой, в смысле, ability у меня ее нет, поэтому я без понятия, что она делает. Speed burst? Wow, you can even break through obstacles. I'm sure that's a good way to make some shortcuts. So, can you break through everything on the course? Oh, no. No, it seems there are still some obstacles you cannot get through. Yeah, so some obstacles will require timing, and others are too strong to break through. Nice. All right, Демон, let's see how по-моему, это будет long it какой-то took to другой get to the finishing архипелаг. point. Not too bad. По-моему, это не тот, который был Summertime в Odyssey прошлом will году. also feature tons of other content and storylines for travelers to explore. Здесь, So, кстати, будет be sure to корона. check it out. All right, we've already covered tons of new content, so I think it's about time for another quick break. Yep, which means it's time for another redemption code. Redemption code! Так, давайте вторая попытка зафигачить Redemption Code. Кли! Давайте попробуем. Я, правда, уже не верю. О, а вот этот у меня получилось погасить. Так, теперь осталось... Какой у нас код прошлый был? Может, я сейчас его погашу? Я потом картиночку одну в Discord скину после стрима. Ну или после презентации. Она, мне кажется, сейчас более интересна, чем даже это самое... Чем вот это вот, то, что я вижу. Ну, по крайней мере, для меня. Для меня. Так. Ну, допустим... Welcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a challenge event called Reminiscent Regimen. What's unique about this one is that it will be a co-op specific event. Ooh, nice. Party time. Oh, Не, yeah. подождите, вот The это event will include архипелаг. multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. Fine, okay, so it looks like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? And so the goal of Convoy is to protect the vessel to its destination. Let's do this! Nice. Here we go. Ah, and of course there are hilly trolls attacking that we're gonna need to take care of. Help All me, right. Mark! Help me! I'm right there by your side, buddy. And I guess there are some barriers that are blocking the way. It seems we'll need to destroy them to clear a path for the raft. Right, and it looks like the raft's energy is continuously dropping, so we need to collect these glowing coins to recover energy. Gotta be quick on your feet or quick with the wings. And we're on the way again! Oh, Ether fell in the water. Hydro Traveler? One day.
It looks like you're gonna need to be more careful and avoid falling in. Being a bird has its benefits, you know? Yeah, this is a lot to handle, and we have to glide everywhere. But it seems we've managed to reach the destination. Yay! Woo! You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? That team spirit. Yeah. Totally. In addition to this game mode, we'll also have 2 other modes called Raid and Descent. Yes. In Raid, we'll need to navigate your Wave Rider and board floating platforms to battle opponents. Не, у меня не погашается первый Seems код. like we'll need a way to fly. So Вообще. travelers will have to sail through all the marked locations before the wind currents will activate. And finally, in Descent. Travelers will start from a platform high in the sky and battle their way down. I love flying and battling my way down. Yeah! Bow, bow. That's right. Opponents on the next floating platform will only appear once you have cleared the opponents on the current floating platform. You know, I have a feeling that this event is going to lead to a lot of ridiculous moments between teammates. Yeah, for Oh, sure. for sure. Totally. You stole Jinx, you owe me another soda. No, I have no sodas to give. Anyways, I hope everyone will enjoy these cool co-op events. Woo! And Нет, I hope не everyone кооп. has their gliding Нет, не license up надо to date. кооп, gotta пожалуйста. check on О, that. жесть. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area called Resonating Visions. Ooh. Ah, cool. This event will bring some familiar vibes for experienced players who explored the islands last year. That's right, we'll be searching for... Чё? Вот это поворот. Нормально они. Ну, спасибо, спасибо, ребят. Но я-то уже погасила. Давайте первый лучше, чтоб он у меня сработал. Странно. Welcome back, everyone! We've seen some of the islands already, but let's dive into what other events travelers can expect to see from the beautiful island area. First on the list is a Слушайте, challenge может, у меня event что-то called сбилось? Reminiscent Regimen. What's Слушайте, мне unique кажется, about this one трансляция is that сбилась, it will нет? be a co-op specific event. Сейчас посмотрим, что. nice. Да, они Party time. повторяют. Oh yeah. The event will include multiple different game modes, so we'll start with the one called Convoy. Что Fine, такое было? okay, so it looks like we have a pretty big raft here. It's adorable. It is, right? And so the goal of Convoy is to protect the Ну vessel ладно, to пусть its еще раз destination. расскажет. Let's do this! Nice, here we go. Ah, and of course there are hilly trolls attacking that we're gonna need to take care of. Help me, Alright. Mark! Help me! I'm right there by your side, buddy. And I guess there's some barriers that are blocking the way. It seems we'll need to destroy them to clear a path for the raft. Right, and it looks like the raft's energy is continuously dropping, so we need to collect these glowing coins to recover energy. Gotta be quick on your feet or quick with the wings. And we're on the way again. Не, мне... Oh, ether fell in the water. Вот классический Hydro итер в travel? моем One исполнении. day. Сейчас был. It Это у looks like всех you're так. gonna Ну need да, to be да, more скорее careful and всего. avoid falling in. Being a bird has its benefits, you know? Yeah, this Что у is a них lot to творится, handle, не and знаю. we have to Не glide знаю, что у них everywhere. творится. Ну, But по крайней it мере, seems we've тут managed to трансляция reach the перестала destination. подвисать. Yay! Если каждые 30 Ooh. секунд. You know, actually, it's a lot of fun to participate in co-op games where people have to work together, you know? Нет, team это spirit. совсем нехорошо. Totally. Не In надо так addition to делать. this Не game mode, делайте, we'll пожалуйста, also have так 2 больше. other modes called Raid and Descent. Yes. Блин. In Raid, we'll need to navigate your Wave Rider and board floating platforms to battle opponents. And it seems like we'll need a way to fly. So travelers will have to sail through all the marked locations before the wind currents will activate. And finally, in Descent. Travelers will start from a platform high in the sky and battle their way down. Кто-то I провел love чайный flying сервера. Я and думаю, battling если my way down. Yeah!
Пролил чай, там бы все вообще завершилось резко. Will only appear once you have cleared the opponents on the current floating platform. Не знаю, вот. I have a feeling that this event is going to lead to a lot of ridiculous Не знаю, moments как для between вас, teammates. наверное, для демона вообще супер патч это будет. Но для меня он прям пока совсем протокол. Не, не PvP, это именно кооп. I hope everyone has their gliding license up to date. В смысле, вместе надо будет это проходить. Okay, now that we've covered the challenge event, let's have a look at another event coming to the island area called Resonating Visions. Ooh. Cool. This event will bring some familiar vibes for experienced players who explored the islands last year. That's right, we'll be searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work on Сейчас collecting заметила, что conches. меня чат загораживает Travelers are Итера. out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work Я on collecting недовольна, conches. потому что... Я не недовольная, просто этот контент мне не интересен. Я, несмотря на то, что я с удовольствием с тобой бегаю в кооп, в целом я кооп не очень жалую. Мне всегда проще быстрее пройти все соло. Care to guess who's getting a new outfit this time? Мне просто не очень... Я не очень люблю зависеть от кого-то. А когда тебя вынуждают это делать, это особенно меня расстраивает. Новый костюмчик. А чем он отличается от старого? Дайте погуглим. That's right, we'll be searching for conches that contain stories again. Oh, nice. So as travelers are out enjoying the island sun and exploring the map, they can also work on collecting conches. Ну так себе они сделали костюмчик, ладно. Та же ситуация, что и с Кэцин. I'm really curious to know what kind of stories we'll be hearing from the conches this time around. And, just like last time, this event will also be giving players the opportunity to unlock a new outfit. Ну и презентация квеста, как это, трейлер 2.8 тоже не впечатлил. That's right, in version 2.8, Fischl will be getting an all-new outfit. Yay! А чё ей? Он почти ничем не отличается от старого. Totally fit for a princessin. And look at her red eye. I don't know if you guys noticed that. No way. Wonder what's going on there. Yeah, I don't know. I guess you're gonna have to play to find out. И квест Казухи тоже не впечатлил. Travelers will be able to snag the snazzy new outfit for free. Pretty awesome. Yeah, nothing's more beautiful Так что я продолжаю ждать Сумеру. Но я, наверное, буду все-таки попробую призывать Казуху. Привет, Гриш. We've heard, though, that the islands have undergone some interesting changes since the last time we visited with Klee. There will be fresh exploration mechanics to try, so travelers can look forward to an updated island experience. Ну, ничем. I hope everyone will have fun and, make lots of beautiful memories visiting the islands again. Yeah, can't wait to go back. In addition to the island events, version 2.8 will also be featuring a variety of other Я сегодня updates. ночером умудрилась вытащить еще одно созвездие Дилюка. И такая, ну камон, ну почему не Джин? Travelers can learn the backstory behind the outfit, which is super cool, by playing through the Hidden Strife Challenge event. I am living for that ponytail. Right? The new hair, sharp tails looks epic. That red Тем, and что black из-за того, color что он scheme is в тех же цветах, он So good. And as a matter of fact, this will be the game's слишком похож на предыдущий, чтобы сразу вау. То же самое была ситуация с Кэцин костюмом, когда костюм Нингуан реально отличается от ее стандартного, и это бросается в глаза. А когда костюм Кэцин, я такая смотрю, у меня Кэцин нет, поэтому я вообще не сразу поняла, что это новый костюм показывают. То же самое здесь. Я смотрю на костюм и не сильно помню, какой он оригинальный, но помню цветовую схему, больше создается впечатление, что то же самое. Так, I don't see Diluc's vision anywhere on this outfit. Huh. So, does he keep it in his pocket, or maybe it's tucked away somewhere else? Don't look at me. Хвостик по-другому теперь But будет. it looks like there will be lots of backstory to go along with the Тоже outfit. неинтересный So be sure костюм. to check Мне не that out. нравится. Точнее, мне не In нравится. addition to the backstory content, what kind of challenges can travelers expect?
Well, it'll be similar to the Phantom Flow event that we've had У меня у before, Делюка with a последний variety уровень of set дружбы, и как только objectives я for его travelers to докачиваю, я reach. перестаю им So играть. after completing an objective, a special after-imaged might effect will be unlocked, which will add buffs for the next battles. Nice. Next, version 2.8 will have an event that's all about gears and components. It's called Evermotion Mechanical Painting. Sweet puzzles. This one looks really interesting. So it looks like we need to take the components and place them on this mechanical board. Yeah. You know, all this mechanical stuff reminds me of things we've seen from Fontaine before. Huh, I think you might be right about that one. Okay, seems like the gears need to fit together. Mm-hmm. Oh, nice, they're starting to rotate now. Hey, that didn't look too hard. Not bad. But yeah, I'm guessing the later stages of the event probably won't be so simple. Right. Yeah, this one looks like it's separated into an upper and lower level, so that's gonna be a little bit tougher. Travelers will have to think about how to move the gears on different levels. And oh, neat, there's even gears made for 2 levels. These are gonna be tricky to solve. Speaking of which, we probably shouldn't show the players too much gameplay here. We don't want to ruin the puzzles for everyone. It'll be no fun if everyone watched us solve them. What Brittany means to say is she has no idea how to solve the puzzle. All right, Ben, I thought you were done talking. Nope. Okay, I believe we've covered most of the main content travelers can expect in version 2.8. Which means it's probably time to take another quick break. And another quick break means another redemption code! Yay! And just as a reminder, we'll still have some exciting info following the break, so be sure to stick around. Я надеюсь, что они все-таки какой-нибудь намек на Сумеру покажут. Так, следующий ход. Ой, код. Вот. Третий код тоже проскользнул. Почему первый-то не хочет? Ничего понять не могу. Ну, ретрансляция нормально идет, да? Вначале, видимо, какие-то были проблемки. Welcome back, everyone! Before we reach the end of today's program, we have another special announcement to share with everybody. That's right. There will be a new addition to the game's soundtrack. Genshin Impact's commemorative OST album, The Shimmering Voyage Volume 2, will be released soon. And this particular album contains many memorable pieces of music from the game, including music from the moment Kazuha blocks the Shogun's Musono Hitotachi. We also have a trailer for the new soundtrack. Let's take a look. Сейчас еще раз попробую ввести. Oh, I can't wait. Wow, yeah. It's so good. I don't know about you guys, but I think there's so much to look forward to coming in version 2.8. Oh, yeah, I am officially super excited about version 2.8. See what I did there? Yes. Especially all the cool new outfits. Yeah. Oh, I'm so excited for Evermotion mechanical painting and checking out the islands and conquering all of the puzzles in these upcoming events. You will leave no puzzle undone. No puzzle. Yeah, I just want to say I'm super excited to be here with Brittany and Ben on what is our first appearance on the program. So thank you so much for having us. Yay! And You can't guys are wait awesome. for You're awesome. No, you're awesome. No, you're awesome. You're all awesome. Look at us, big family. And we can't forget our special plushie, Ben. How was your first special program? I'm hungry.
All right, and that just about does it for today's special program. Travelers can keep an eye out for future official announcements to get more information on version 2.8. And that's it for us. Thanks, everyone. See you in game. Later, y'all. Bye, guys. И всё. Bye. Даже не намека на Сумеру. Wow, this place is hopping with activity. The sunshine makes the sandy beaches here glow like the embers of a pyro slime. And next to the cool, sparkly water, what a view! If only the desert sand and the jungle ring could get along like this, that would be perfect. Oh, you can hear me? How curious. Huh? You say you're a traveler? Well then, maybe I could offer you a bit of knowledge, and in return, you can tell me your story. How about it? О! Ну, камон, ребята, вы что? Нет, реально кофе, чай, колу пролили на сервера. Что с вами не так сегодня? Мне кажется, нам показывают последними кадрами немножко Сумеру. Не намека на Сумеру, и сразу же Сумера, да. Я потом... Ладно. Я потом кое-что скину, это как раз связано с Сумеру. При том, что DS-сервера уже слили несколько минут все 3 кода. А слушай, я это еще в прошлый раз заметили, что они знают 3-й код раньше, чем я его вижу на стриме. Before we reach the end of today's program, we have another special announcement to... Чё? Они не доказали до конца? Серьезно? Да как так-то? В смысле? Они прервали трансляцию, но по сути не показали до конца. Seriously? Я чувствую, что если бы, интересно, если бы я не стримила, все бы нормально прошло. Может обновить? Все попробуем. Но вообще, если что, вечером они повторят это на Ютубе. Надо будет пересмотреть там. Maybe I could offer you a bit of knowledge, Да, вот. and in return, you can tell me your story. How about it? Ей. Или это все, что они решили показать про Сумеру? Ну, видимо, все. Так, давайте еще раз обновим. Ну, как-то странно обрывается. А, не, вот. Да камон! Что такое? Это не смешно, ребят. Ждете Сумеру вот... Нет, слушайте, нет. Это как раз то, что они показали в итоге пару кадров, это нормально. Это вообще-то они по большому счету не обязаны были на этом стриме показывать Сумеру, но я, конечно, надеялась. Твичу или разрабам, не знаю. Ну, это же что-то такое лесное, поэтому в целом, да, я тоже так себе и представляла почти. Вот, поэтому, то есть я очень надеюсь, что все... Просто я почему надеялась? Помните, был стрим, который не помню чему был посвящен, но в конце показали этот разлом. То есть разлом был не в этом патче, чему была посвящена трансляция, но они все равно показали разлом. Вот, поэтому я здесь тоже надеялась, что они, несмотря на то, что стрим посвящен не следующему региону, они все равно хоть чуть-чуть намекнут на это. Собственно, они это и сделали. Поэтому я и ждала. Просто что-то у них в этот раз с трансляцией явно были какие-то недоразумения. Вот, поэтому посмотрим. Может быть, я все-таки попробую 3.0 стримить, особенно с учетом того, что это 3.0. Ну да, все, стрим закончился. Так, теперь можно
Возвращать. Так, сейчас я кое-что сделаю. А как мы это делаем? Свойства. Нет, не то. Блин, я не то делаю. А вот это. Так, свойства. Так, не захват аудио. По-моему, вот это. Вот. И теперь убираем. Что мы убираем? Мы убираем вот это. Так, а браузер мы выключили. Все. Так, сейчас. Что я еще хотела посмотреть? А, во, я вспомнила, что я хотела посмотреть. Я хотела посмотреть... Не, ну они, кстати, они уже выложили трейлер... Сейчас, подождите. Так, копировать ссылку. А, я уже закрыла его. Сейчас, секунду. Они уже выложили трейлер 3.0. Ой, 2.0. Фу ты, 3.0, 2.0, 2.8. Так, я не тот браузер включаю. Подождите. Закрыть. Так. Сейчас попробуем. Тут у нас... Ага, так. Выходим из аккаунта. Я изготовила в новом ивенте то, что хотел. Я вот сейчас как раз хочу пойти в новый ивент, доделать тот квест, который у меня остался. Так, сейчас будет вот такая вот фигнюшка. Чтобы... Вот так вот. Нормально посмотрим трейлер. Без подвисаний. Have you ever met someone by the name of Kazuha? He was called away earlier by some people from the Tenryou Commission. They said they had something important to discuss with him. Since the Vision Hunt decree has been repealed, I no longer have any grounds to officially arrest him. Then again, I guess something very interesting is about to happen. That's it. I'm taking this case over. Yeah! Fracture! Can't fool me! When I touched the hilt for the first time, it's as if I was transported to a strange dimension. Oh, faithful retainers, this is the blessed paradise that one has been searching for. Here is where we shall witness the culmination of all things. I, who command the darkness, shall lead you to yonder gate of dreams. Praise be to the Prinzessin, who has led us here to this sacred place. My sincere gratitude to you for inviting me to join you on this trip, Your Highness. Look at me, a genius astrologist forced into a juvenile role-playing game. Lady Magistus, are you embarrassed? Stop calling me that weird name. Lady What? Oh, excellent, most excellent. Oh, official? That's enough. Come on, just play along. Интересно, они покажут конце Сумеру? А то я толком и не посмотрела на Сумеру. А, сейчас я скину в Discord картиночку. Я ее скину под спойлером.
если смогу. Так. А я не помню, как картинку под спойлер делать. Не помню, как это делать. А, во, пометить как спойлер. Угу. Так. Если вдруг что-то не получилось, скажите мне, я удалю. Так. Во, скинула. Так, ну вроде все, да? 두네 권을 써야만 하는 상황이 오면 Чё? ตัวนี้เป็นตัวละครดำ Что? Простите, это что-то не то включилось. Так, ладно. Что у нас там? Во. Видимо, там вот всякие разборки у Фишель. Где? Да, правая, справа Архонт. А если я правильно поняла? Так, сейчас я посмотрю. Я же правильно все скинула, да? Да. Так, ладно. Собственно, давайте я по-бырому закончу ивентик. Который вот этот вот. Так, потому что суммер уже. Чего-то ожидаешь от региона, который завязан на, по-моему, Азии. И вот это все. Мне очень нравится там одна девочка, но многие ожидали, что у нее будет, что она будет другого типа тела, но она выглядит классно. Расскажите ваши впечатления про... Я с вами поделилась своим мнением. Как вам презентация, ну, не считая технических проблем, а именно по существу? Персонажи, квесты, ивенты. Так.
Опять щелк. Опять это Сьюзен здесь. Давайте ее сфоткаем, раз она нас... Нормас? О, я не то чтобы много от этого ожидала, но видимо, я все-таки большего ожидала. По сути, здесь нет никакого сюжетного квеста. Привет, Данил. Нет сюжетного квеста, только квест персонажей и ивенты. И ивенты, причем никак не связаны с каким-то, ну, по крайней мере, пока такое впечатление, что они не сильно связаны с главным, не знаю, лором, что ли, игры, поэтому пока мимо. В смысле Казуха? Ну, я и говорила, Казуха и все. Но его, мне кажется, его квест не очень сильно завязан уже на лоре и на Зума. Ну и плюс сам, как персонаж, он мне не очень интересен, поэтому и квест не особо. То есть, естественно, я буду его делать даже на стриме, но персонаж прям сильно мимо меня. Так. Сюжета близнецов. Я просто думала, что они в 2.8 завезут какой-нибудь квест, который еще ближе нас придвинет в сторону Сумеру. Но, по сути, здесь, кроме последних нескольких, там, 30 секунд вида Сумеру, то есть все вот эти ивенты, которые сейчас будут, они, мне кажется, ну, по крайней мере, пока такое впечатление, они никак не связаны с Сумеру, да, по сути, и с Инозумой тоже. Я думаю, что там как-то будет связано конкретно с историей Казухи, с его, может быть, семьей, с его прошлым, с прошлым его семьи, но не с общей, ну, как-то не связано с общим лором Инозумы, мне так кажется. А так как Казуха мне интересен только с точки зрения геймплея и бездны, а не как персонаж, я равнодушна к его как это называется, сюжетному квесту. Более того, я даже не очень... В моем представлении мне даже не понравилось его появление с парированием атаки Сёгуна. Поэтому... Так, а что нам сказали делать-то, собственно? В себе в дикой природе растут цветы или плоды. Ну вот я бы не сказала, что это мамочки. Ну, я же объясняла свои предпочтения. Я не люблю героев, которые, ну, слишком юные. А, к сожалению, в этой игре почти все это мальчики и девочки. Казуха, как метко подметил демон, мальчик. Что по умолчанию мне не интересно. Так. Что надо сделать-то? Собрать что-то, да? А давайте опять сюда пойдем. Ну, он как будет считать? Don't waste my time. Все, собрали. Ну вот, Делюк мне визуально и по характеру... Ну, мне он скорее по характеру не понравился, а Жон Ли мне нравится. Так, 15 всех под воздействием Пира, Гидры или Электро.
Проблема в том, что таких раз-два я обчелся в этой игре. Так, где у нас слаймы? Слаймы. А, прикиньте, мы прям рядышком с ними находимся. Ой, не надо плавать. Так, мы сделали. Открыть коллектор. Следующий этап. Соберите 4 заряда ядра, одолев элементальных существ. Так, элементальные существа это у нас кто были? Это у нас были всякие кубики, стасики или нет? Так, включите мне обратно. Так, нет, давайте... Ладно. Так, тебя мы убираем. Так, в прошлый раз мы, по-моему, ходили на... Не туда. Мы ходили в Иназуму. И мы били от этого товарища. Так, у меня нужные герои есть? Вроде есть. Так, они нам... Так, сейчас. Для кого нам был нужен? Собственно, для нее и нужен был. О, гипостаська. Shine down. Take it easy. Ай! Мне он не нравится. Ты что такой дерзкий-то? Да ну тебя. Надо было какому взять. Quietly now. Ай! There is no escape. Ой, я же здесь... Я ипером, что ли, сюда приперлась? Вот это поворот. Ай, класс. Где он? Да бесишь. Да кто так делает, а? Take it easy. Shine down. Quietly now. Things are about to get dicey. To dust! Your life is mine. Inazuma shines eternal. Да, блин. Серьезно? Illusion shattered.
Ладно. Давайте даже что-нибудь возьмем отсюда. А зачем я это сделала этой пачкой? Блин. Ну ладно. Так, перейти к производству. Ну, погнали. Мне бы хотелось взять... А, это что? Ну, давайте вот так тогда. О, в чайнике безмятежности, да. Ну, и что делать-то? А, вот. Изготовить. А, так сюда и надо было. Ну ладно. Купон обмена. А сам-то квест у нас есть или нет? А, все, мы типа его сделали. То есть все получается? То есть все остальные, в принципе, просто тупо собирать, сдавать. А мне интересно, а как сделать вот... Подожди, там как... Вот, подарите другу купоны обмена. А вот это как сделать? А, во. Ага, спасибо. Так, давайте подарим тоже кому-нибудь. Какой тебе нужен? 2 или 11? У меня только 2 их есть. Скажи, какой тебе подарить? А, подожди, этот список желаний. То есть это получается как раз... Или это другой? А, то есть я могу выбрать, что я хочу, да? Допустим. Подари другим лучше. Так, а мне кажется, у меня нет кого-то, что нужно человеку. Блин, обидно. Так, здесь нужен другой. Слушайте, а я могу как-то понять, что нужно сделать, чтобы... Сейчас, подождите. Производство. А, ну надо собрать сперва. Смотрите. А, вот они. Ну или надо, в зависимости от того, какие я ресурсы, наверное, насобираю, да, это от этого зависит. Мы можем посмотреть. А, ну вот, тут, кстати, написано. Вон, тут написано. Материал руда, заложен элемент электро, заряд ядра, гипостасисы, океаниды, манифестации грома, глаза бури. А, ну то есть все-таки понятно. Ладно. Ну, если я правильно понимаю, то по большому счету с этим ивентом все. Осталось просто доделать вот эти, как они, задания, подарить, что-то подарить и еще обменять. Но это надо, это можно сделать вне стрима. Вот, ну все. В целом, я думаю, на этом можно и закруглиться. Был такой коротенький стрим. Кстати говоря, я таки не то чтобы похвастаюсь, хвастаться пока нечем. Сейчас покажу свою бездну. 37 звездочек пока не получилось. Но не надо продолжать мне испытания. Короче, мне надо пройти последний зал на 3 звезды. И мне пока не очень получается. Презентация нормас.
Ну вот, я стараюсь смотреть их все. Единственное, что я, наверное, стала смотреть с 2.0 и стараюсь не пропускать. Вот. Ну, опять же, тебе понравилось? Мне просто норм. Я просто... Мне есть чем сравнивать. Все презентации, которые касались, например, сюжета... Короче, 2.0, когда... Нет, подожди, это не 2.0, наверное, все-таки. Короче, презентация с участием Мико и с Эй была настолько хороша, что... В общем, для меня это была лучшая презентация. Они такие очаровательные там были и рассказывали интересно. Здесь меня, например, не впечатляет немножко ролик. Ну, то есть странно, они вроде представляют квест Казухи, но там больше про Хейзу было. Это странно. Могли бы больше про Казуху показать. Что-то как-то это странно. Не знаю. Я ожидала, может быть, чуть большего после прошлых презентаций. Вот. Ну или это из-за моего отношения к Казахе так все плохо для меня. Сегодня 385к на Хотау выбил. Ты молодец. У меня что-то, кстати... Слушай, помнишь, мы вчера с тобой обсуждали этот... как он называется? Ты забыла. Забыла. Что это сложнее? Я думала, что все дело... Короче, я почти с тобой согласна, что как-то в этот раз сложнее. Я никак не могу угадать с этими... Привет, тернистый путь. Ты, правда, под конец уже забежал? Я никак не могу угадать с составом, и буквально на соплях прохожу некоторые вещи. Прям... В прошлый раз я тоже на соплях проходила, но в этот раз сопли еще более сопливее, чем раньше были. Мне не нравится, поэтому я все еще не могу понять, как мне дойти до третьего зала, не померев. Ну, посмотрим, может получится. Вот. Да, заканчиваю. Так сегодня, по большому счету, стрим был посвящен этому, как оно называется? Так, гидро, электрослаймы. По большому счету он был посвящен, связан с презентацией 2.8. Сопли еще более сопливее. Ну да. Ну, потому что я реально, мне кажется, в прошлый раз как-то я проще смогла заполировать третий зал. Ночью не стримлю. Так я, в принципе, ночью не стримлю. Ну, вообще почти никогда не стримлю ночью. Говорю, сегодня я стримлю буквально чуть-чуть, потому что в 3 часа дня по Москве была презентация следующего патча по Геншину. Поэтому я решила его постримить и за одним под шумок доделать, как эта штука называется, я забыла. Ну, не, я забыла. Под шумок доделать ивент, все. Ты можешь проходить один зал, и потом рестартиться, чтобы на следующий зал были... Так я так и делаю. Проблема в том, что до третьего-то зала тоже надо дойти с первого, а не так. Ты же не с третьего зала начинаешь. Вот сейчас мне как раз-таки... вот я когда сунулась в бездну, у меня как раз-таки... я в третьем зале с полными ультами. Вот только у меня все равно не получилось. Я думаю, мне надо будет переиграть и переделать первую патьку. Поменять ее все-таки. Там не хватает дамага. Я не успеваю. Были допоздна стримы. Ну, они бывают и сейчас, но это скорее исключение, чем правило. В принципе, стримы идут с 19 до 22. Большую часть времени. Исключение представляет Геншин, потому что у него как раз есть способность затягиваться. И я не успеваю, если начинать с 19 геншить, я не успеваю к 22 закончить. А 22 у меня кооператив в Лангрисере, в другой игре. Поэтому к 22 я стараюсь закончить. Большую часть времени. Вот. А что сюда приперлось? Мне все еще нужны слаймы. И мне нужны электрослаймы. Да почему? Да не нужны мне эти слаймы. А других слаймов что, не завезли, что ли?
Вот. Сегодняшний дневной стрим прям вообще исключение из правил. Еще будет исключение из правил через несколько недель, когда будет день рожденские стримы. Ну, опять же, я не знаю, сколько они будут по времени и как много дней, но посмотрим там по ситуации. Точнее, там не только от меня зависит, там еще от Мальвины зависит, как будут проходить эти стримы. Сколько по времени они будут. Вот. Ну, в общем, А как лето обычно у тебя проходит? Игромир, затем Сочи? Так Игромира же нет в этом году. Игромир никак, Сочи тоже никак. И вообще, откуда Сочи взялся? Я туда и не собиралась вроде. Я жду, когда можно будет нормально в Японию поехать, но это не в ближайшее время. All right, maybe I'll take one more day off and knock out the rest of the work once I'm feeling up to it. Так. Я люблю море, но я давно не была на нашем море. И сейчас, после японского моря, я бы поехала... Я хочу на японское море, я хочу в Японию. Роботы такие смешные. Ты их уже поставил в чайнике? Так. Давайте я включу уже заглушечку. Вот. И, собственно, все на этом. Такие... Этот стрим, в принципе, неожиданным был. Он не предполагался еще позавчера даже. Не, я еще... Хотя надо будет поставить. Но сперва я хочу сделать все остальные и получить все остальные рецепты и... Если это возможно. И что-нибудь еще. А хотя мы только 4 игрушки, получается, можем же забрать. Ну ладно, посмотрим. Не, сейчас я хочу мою любимую фразу на прощание вам подкинуть. О. Ладно, ребят, всем спасибо еще раз, что заглянули на этот коротенький стрим. Если что, пообсуждаем что-нибудь на следующей неделе. Собственно, с понедельника по пятницу будут те же самые... ну нет, кстати, не те же самые стримы. На следующей неделе, получается, скорее всего, не будет Геншина. И, наверное, будет Вальгаллы 2. 2 Вальгаллы, наверное, будет. Вот. А так, в принципе, все остальное также. Дедушка и хроники. Вот, а на этом все. Всем спасибо. Лайки, подписки, колокольчики, Дискорд. И пока-пока. Time for dessert. What? Why not? What do you mean entrees come first? They were only indulging me because I am the shogun? Huh. Interesting.